Мы никогда не будем инициировать развал любой составляющей части международной правовой системы. Это не наш метод, и президент об этом не раз говорил. Генеральный секретарь, господин Гутерриш, в нарушении своих полномочий по уставу, он обязан не высказывать свое мнение по толкованию принципа устава, заявил, что да, народ Гренландии заслуживает признания его права на самоопределение. Мы тут же обратились к господину Гутерришу, напомнили ему, что он многие годы говорит, что украинскую проблему надо решать на основе уважения территориальной целостности Украины, и спросили, как же так? Знаете, что он нам ответил? Подтверждаем позицию секретариата, что в случае с Гренландией право на самоопределение применимо, а в отношении Крыма, Донбасса, Новороссии оно неприменимо. Это генеральный секретарь ООН. Большего позора для организации трудно было придумать. Будем это учитывать. У него истекает, у Гутерриша, в конце года срок. Будем учитывать при рассмотрении кандидатур на его замену. Запад в одночасье прекратил, и не только из-за Украины, он просто стал сейчас на всех давить, как вот это делает американская администрация, давить нерыночными методами. Вот ты мне не нравишься, вот тебе тарифы. Гренландию не признаешь, вот тебе 100% и так далее. Хочешь у России покупать нефть? Вот тебе в наказание тарифы на твою продукцию в Соединенные Штаты. Глобализация фрагментирована, уже фрагментирована. И происходит, если хотите, такая регионализация международных отношений, потому что никто в одиночку, даже самая большая экономика, развиваться нормально не может. А дух Анкориджа, сейчас это очень модная такая тема, что он разрушен. Но дух разрушить нельзя, он может выветриться или его могут отравить газами всякими там вредными химическими, что Европа и пытается сделать. Но у нее это не получится, потому что речь-то не о духе идет. Дух – это… Там все прекрасно. На Аляске вообще русский дух, там Русью пахнет же, вы знаете. Сегодня про торговлю говорили, землями. Вот. Но дух в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом прекрасный. Это на самом деле так. И во многом этот дух, эта человеческая симпатия взаимная, взаимоуважение помогли создать атмосферу, которая позволила достичь пониманий. Это более конкретно, чем дух. Там были конкретные понимания. И именно эти понимания хотят разрушить европейцы и Зеленский, который всячески им подкидывает дров в костер. И мы очень надеемся, об этом не раз говорили, что эти понимания будут выдержаны, потому что два лидера двух великих держав, о них, об этих пониманиях договорились. И будем всячески делать, чтобы так оно и оставалось в контактах с американскими коллегами, контактах, которые продолжаются. Невыгодный мир подписывать не будем, президент об этом неоднократно говорил. На компромиссы мы готовы. Любая договоренность не может быть достигнута без компромиссов. Но так, чтобы наши интересы, законные интересы, не выдуманные, не были ущемлены, чтобы не сохранилось после такого мира никаких угроз безопасности Российской Федерации и никаких угроз русским людям, русской культуре на территории, которая будет называться Украина или как-то еще. Уважаемый Сергей Викторович, вы опытнейший из дипломатов в мире. И понятно, что в условиях турбулентности, когда Трамп может за один вечер там 60 указов подписать, отовсюду выйти, очень сложно нам блюсти наши интересы. И вы зачастую, за счет опыта и паузы, лишаете их многих вопросов и спекуляций. Скажите, пожалуйста, может вам найти первого заместителя, который и роль злого полицейского будет играть? Я уловил главное в вашем вопросе, что вы мне не доверяете. И второе, что я уловил, что вы считаете меня добряком. Это мне тоже обидно. Спасибо большое. Есть предложение, не откладывая, наградить и вручить медаль Государственной Думы Сергею Викторовичу Лаврову. Это как раз тот случай, когда весь ход дискуссии сегодняшней подтвердил, что это награда всему коллективу Министерства иностранных дел. Спасибо вам огромное.